Привет, друзья! Меня зовут Роман. Это канал про веб, ваш проводник в мире веб-разработки. В этом видео мы поговорим, как подключить JavaScript к HTML-странице, какие есть варианты подключения и как они влияют на загрузку страницы. Самый простой вариант, как подключить JavaScript код к странице, это, конечно же, написать TextScript и внутри него уже писать какой-то код. Оно работает, с этим никаких проблем нет. Но так же как и с тегом style, писать в нем мы можем, но все-таки это является не самый оптимальный вариант. Потому что такого кода JavaScript у вас может быть много, и лучше всего использовать внешний файл. Чтобы подключить JavaScript из внешнего файла, мы добавляем атрибут src source и через относительный адрес подключаем наш скрипт. Как вы видите, alert теперь не срабатывает. Когда появляется атрибут src и мы подключаем внешний файл, все то, что написано внутри тега script, игнорируется. Поэтому alert здесь мы просто удаляем. Что делает наш скрипт? Наш скрипт выводит в консоль надпись long, и в нем присутствует также немножко комментариев, просто чтобы увеличить размер файла. Давайте теперь посмотрим, где подключать JavaScript. Многие рекомендуют подключать в хеде, и иногда это даже нужно. Если вы подключаете внешние скрипты от Google или Facebook для отслеживания конверсий, то вам просто необходимо подключить их в head. Какие здесь есть нюансы? Чтобы в этом разобраться, мы откроем консоль и перейдем на вкладку Lighthouse. Эта вкладка есть в Chrome, она встроенная, и этот инструмент помогает выявлять проблемы производительности сайта. Давайте создадим отчет. Как видим, оценки хорошие, ну и страничка у нас маленькая. Но если мы прокрутим вниз, мы увидим следующий пункт. Устраните ресурсы, блокирующие отображение. И 35 сотых секунды что-то блокирует отображение страницы. Раскрываем и видим, что мы блокируем скриптом отрисовку всей страницы. Что такое отрисовка, LCP, FCP, можно почитать здесь по ссылке. Как здесь можно поступить? Можно добавить атрибут async. Потому что мы умные и мы вычитали, что атрибут async позволяет асинхронно, то есть параллельно загружать скрипт, не блокируя отображение. Сохраним. Вот, очистим отчет и создадим новый. Новый отчет готов. Крутим ниже и смотрим, что пункт с блокировкой пропал. Но тут мы почитали, что есть еще атрибут defer. И он тоже как-то влияет положительно на загрузку скриптов. Создадим еще один отчет. Отчет готов. Крутим ниже. И да, все также у нас хорошо. Никакой блокировки страницы нет. Что же использовать async или defer или поступить как-то по-другому? Можем ли мы подключить без атрибутов async и defer наш скрипт, который не требует head? Можем. Для этого просто перемещаем скрипт в конец страницы перед закрытием body. Ждем отчет. И, пожалуйста, опять никакой блокировки. Делаем вывод, что если нам нужно подключить наш скрипт, лучше всего это сделать перед закрытием body, чтобы не блокировать отрисовку страницы. Если нам нужно подключить какой-то внешний скрипт, который необходимо подключить в head, мы можем использовать атрибуты async или defer. Теперь давайте посмотрим, чем эти атрибуты отличаются. Мы уже знаем, что и один, и второй атрибут у нас позволяет загружать скрипты параллельно странице, то есть асинхронно.
Подключим второй скрипт и посмотрим, как они взаимодействуют. У нас есть два скрипта на странице. Первый выводит текст long в консоль, второй текст short. Представим, что второй скрипт зависит от первого. То есть какие-то данные или какие-то функции, операции, которые происходят в первом скрипте, должны попасть во второй. Ну и оба скрипта мы поместим в head. Сразу хочу сказать, и async, и defer в одном скрипте использовать неправильно и нерационально. Давайте введем async. Атрибут async позволяет загружать код асинхронно, и, как мы видим, никаких изменений нет. Но если мы перейдем в сеть, изменим скорость работы нашего интернета на без ограничения хотя бы на 3G. При обновлении страницы мы видим, что второй скрипт выполняется быстрее, потому что во втором скрипте только одна строка, а первый скрипт должен еще загрузиться. Но мы помним, что второй скрипт у нас зависит от первого. Подходит ли нам такая ситуация? Конечно, нет. Async позволяет скриптам загружаться параллельно с загрузкой всей страницы, но никак не учитывает последовательность подключения скриптов. Тут правило такое: кто первый загрузился, тот первый и выполнился. Эту особенность можно использовать, но она не всегда нам подходит. Давайте поработаем с атрибутом defer. Атрибут defer также позволяет загружать скрипты параллельно загрузке всей страницы. Вернее, отрисовке всей страницы. И теперь с атрибутом defer я перезагружаю страницы, и мы видим, что сколько бы я ни перезагружал страницу, скрипты выполняются ровно в той последовательности, в которой есть. Порядок выполнения скриптов сохраняется. Теперь вы знаете все нюансы подключения. Ну и напоследок. Если вы подключаете скрипт, который написали сами, ваш локальный скрипт, я все же рекомендую подключать его перед закрытием body без атрибутов async и defer. Так вы не будете блокировать отрисовку страницы, и ваши скрипты будут выполняться в нужном порядке. На этом у меня все. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Это был канал ProWeb. Оставайтесь с нами, будьте про. Пока.